Меня попросили связать магнитик на холодильник в виде цветочка в горшочке. Я связала вот такой подсолнушек и решила, что обязательно нужно с вами поделиться этой красотой. Мы с вами свяжем горшочек и попробуем другой вариант цветочка. Очень миленько смотрится, я вам потом покажу, как они смотрятся на холодильнике. Значит, для этого нам с вами понадобится, у меня разные маленькие клубочки, разные остаточки пряжи, можете сюда пустить в ход все что угодно. У меня есть крышечки, одна из-под Кока-Колы, она такая немножечко покороче, и клей у меня был такой, знаете, карандаш, клей-карандаш, вот тоже можно обрезать. Кстати, в том варианте вот у меня обрезанная вот эта крышечка из-под клея. Зубочистки, либо можете использовать проволоку, магнитик, ножницы и крючок 2,5 мм. Приступаем. Вязать начинаем с горшочка. Горшочек я тоже делаю белого цвета, ну не белый, такой молочный. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Делаем соединительный столбик. Петля подъема. И теперь второй ряд. Вяжем 6 прибавок. В конце ряда у нас получается 12 столбиков без накида. Соединяем второй ряд. Приступаем к третьему ряду. Делаем петлю подъема и вяжем столбик без накида, 1 прибавка. В конце ряда получается 18 столбиков без накида. Вообще, конечно, такие миленькие магнитики. Такая нежность, такая уют на кухне становится покрасивее. Я думаю, вы уже видели такие варианты, такие горшочки. Но мы с вами немножечко еще так поинтереснее сделаем. Соединяем. Переходим к четвертому ряду. В четвертом ряду мы вяжем 2 столбика без накида и прибавка. Делаем петлю подъема, воздушную петлю. 2 столбика без накида, прибавка. В конце ряда у нас будет 24 столбика. Делаем соединительный столбик. Пятый ряд мы вяжем за заднюю стенку. То есть мы делаем петлю подъема
и вяжем за заднюю стеночку. 24 столбика без накида. Дальше с 6 по 10 ряд, то есть 5 рядов, мы вяжем 24 столбика без накида. Не забывайте делать соединительный столбик и воздушную петлю в начале каждого ряда. Одиннадцатый ряд делаем 2 петли подъема и вяжем за передние половиночки петли. Видите, за передние половиночки петли мы вяжем столбики с накидом. То есть у нас будет 24 столбика с накидом. За переднюю только. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда обрезаем ниточку. Можете соединить, как и предыдущие, просто соединительным столбиком. А можно закрыть, чтобы косичка была ровненькая по краю. Вот так получается, видите, косичка не прерывается. Так, это у нас получается готовый будет горшочек. Выгибаем. Это мы сейчас завяжем, спрячем. Можно прям сразу. Можно иголочкой. Это мы все равно будем прятать. Вот у нас получился горшочек. Попробую его немножечко украсить. Вставляю крышечку. Она сюда хорошо становится. Вот горшок пустой. Он предмет простой. Хочется добавить немножко оранжевого настроения, может быть, чего-то такого поярче. И поэтому я возьму и вышью здесь полосочку из оранжевой ниточки. Немного яркого цвета. Будет очень мило смотреться. Такой, как вышивку будет напоминать. Так, я сделаю до конца ряда. А потом на ряд выше. Ну, сейчас мы посмотрим. Это такой небольшой экспромт по ходу. Потому что
тот, который я сделала, первый горшочек, я там ничего не вышивала. Ну, почему-то захотелось сделать немного понаряднее, повеселее. В принципе, это недолго делается. Ну, с вами посмотрим. Можно, в принципе, украсить и бусинками, и ленточками, если вы хотите. Смотря для кого вы делаете. Это уже полет фантазии, может быть любой. Ну вот я решила еще миленько, правда? Попробовать вот здесь еще небольшие черточки сделать. Можно, конечно, и здесь. Даже не знаю. Не, наверное, вот рядышком, да? Можно опустить такую же полосочку оранжевую, ровненькую. Мне почему-то черточки нарисовались. Такие вот коротенькие. То есть здесь есть, там нету. Сейчас посмотрим. Все очень легко и очень даже просто. Вот так. Мне нравится. А вам? Если бы горшок был побольше, то можно было бы, конечно, вышить какой-нибудь цветочек, сердечко. Ну, можно поэкспериментировать. Мне нравится. Так. Ну, здесь соединится, здесь задняя сторона будет, здесь мы будем цеплять магнитик. В принципе, не страшно. Сейчас завяжу узелочек. Вот он, горшочек. Теперь нужно связать землю. Здесь, смотрите, я делала землю, у меня прям получился такой бугорок. Попробую сделать меньше бугорочек. Фигашки, смотрите, есть простенькие вроде как, хотя белый тоже миленько. И немножко с вышивкой. Смотрите, что вам нравится больше. Вяжем землю. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Сильно кольцо не затягиваем, у нас сюда будет вставляться еще цветочек, поэтому я его сильно не затягиваю. Соединительный столбик. Так, второй ряд. Воздушная петля. И прибавки, 6 прибавок. В конце ряда у нас получится 12 столбиков без накида.
Ну, не стала считать. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все правильно. Соединяю. И чтобы попробовать уменьшить бугорочек, мы сейчас сразу свяжем с вами петля подъема и опять делаем в каждом столбике прибавка. В конце ряда у нас получится 24 столбика без накида. И соединяем. Теперь, когда мы будем пришивать это к горшочку, видите, у нас будет более ровная тут площадь. Вот тут. Если вы хотите, чтобы у вас получился бугорочек, то вы провязываете прибавки, там, чтобы было 12 столбиков. Потом по классическому варианту столбик прибавка, тогда получится 18. И потом уже 24. Здесь мы пропускаем ряд, где 18, и сразу делаем 24 столбика. Ага, здесь мы сделаем получше. Здесь мы закончим так, чтобы косичка не прерывалась. Вот такая у нас косичка получилась, видите, не прерывается. Вот такой будет горшочек. Приступаем к вязанию листочка. Набираем 8 воздушных петель. Во вторую вяжем соединительный столбик, столбик без накида, 3 полустолбика с накидом, столбик без накида, и вяжем 3 в 1 столбика без накида, разворачивается у нас вязание. Дальше вяжем столбик без накида, три полустолбика с накидом, столбик без накида, соединительный столбик, и еще раз соединительный столбик, мы соединяем обе части. Вот
Вот такой листочек у нас получился. Вот эту ниточку мы ее ввязали. Мы ее смело обрезаем. А здесь оставляем для пришивания. Вот листочек. Один. И вот у меня листочек еще один есть. Второй. Так. Два листочка. Листочки проще пришить сразу. Мы их пришиваем возле, между первым и вторым рядом. И вот в дырочку, в кольцо. Пришиваю между первым и вторым рядом. Вывожу иголку в кольцо. Разворачиваем листочек, как нам нравится. И пришиваем. Так, и вывожу обратно в кольцо. Вот он листочек. Затянуть. Еще раз. Дальше опять же можно пришить вот так, а можно просто вот в свободном, так сказать, движении, чтобы листочек был. И второй листочек точно так же пришиваем. С лицевой стороны вот она. Также. Пришиваем самостоятельно. Начинаем пришивать землю к горшочку. Так, где у меня задняя сторона? Я прихватываю одну и вторую. И здесь начинаю следующую и в следующую. Опять смотрите, в одну ввожу, вернее, а в другую вывожу. Вот смотрите, в одну ввела, а в другую вывела. И здесь. Это у нас уже была петля. И вот соседняя. Ввожу и вывожу. Это нашивается, смотрите, как получается. И так дальше.
У вас, может быть, есть другой способ. Я не знаю. Я так делала. Дошивайте до конца, не забудьте наполнить холофайбером. Вот он, наш горшочек вместе с листочками уже готов. И смотрите, даже если сравнить с тем, который я сделала раньше, вот горшочки по количеству рядов, они одинаковые. Тут единственное, что отличается верхушечка. Вот эта верхушечка мне нравится больше. Есть небольшой такой холмик, не такой высокий. Тут уже, конечно, дело вкуса. И что еще? И, наверное, за счет того, что здесь крышка высокая и держит стенки прям до конца, а здесь крышечка узенькая. И смотрите, здесь ровный получается горшочек, а здесь немножечко так под углом уходит. Вот очень милее. То есть я бы больше дальше делала вот именно с крышками от Кока-Колы, от какой-то газировки. Они, поаккуратнее, покрасивее. Либо эту крышку надо было бы обрезать тогда вот так вот пониже. Продолжим, поставим другой цветочек, посмотрим. Пока мы сравниваем.